Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно не зазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Здравствуйте! Вы на канале Обзорно не зазорно. Я благодарю всех, кто подписывается, всех, кто ставит лайки и пишет комментарии. Всем огромное спасибо. А те, кто не подписан, пожалуйста, скорее подписывайтесь, нажмите на колокольчик с тем, чтобы быть в курсе моих новых обзоров. Меня смотрят более 67% без подписки, поэтому буду рада, если вы сделаете красную кнопочку неактивной. Итак, мы переходим к Колесниковым. Света собирает алмазную мозаику. Вот я, вы знаете, смотрю на нее и думаю, ну вот чем еще заняться многодетной матери? Только сидеть и выполнять какую-то такую вот очень важную работу, да? Например, вот собирать мозаику. Это же очень важно для дома, для семьи, для детей, когда мама мозаику собирает. Самое то. И, конечно же, Света комментирует все то, что она делает. Вот так вот, по чуть-чуть, кубики. Но я стараюсь обычно самые, которые поменьше, количество брать. А потом уже меньше и меньше и меньше. И самое большее кубиков остается, их полностью так заполнять. Короче говоря, я так поняла, что у Светы алгоритм сбора мозаики свой. Первый раз, говорит Света, она вообще путалась в цветах, которые помечены буквой F и буквой А. Света говорит, что они желтые, только цвет немножко отличается. Правда, интересная фраза? Они оранжевые и желтоватые. Вот так, они желтые. Ну и Свете кажется, что это одно и то же. Вот так. Оранжевый и желтоватый это одно и то же. Зато это интересно, говорит нам Света. Эта мозаика, как и всякая другая мозаика, только не круглая, а квадратная. Это тоже интересно. Но вот единственное, говорит, тут надо строго попадать в квадратики. Если чуть-чуть что-то сдвинется, то потом трудно сдвинуть. Ну и Света пыталась сдвинуть, чтобы другой кубик поставить. Это было очень сложно сделать, говорит, а так неплохо. Надо быть внимательным просто. В общем, Свету понять очень и очень тяжело. Но я пытаюсь. В общем, короче говоря, Света занята целиком полностью мозаикой. И ей нет дела до того, что происходит в доме. Абсолютно так это, потому как она сидит на диване, покрывало с которого сдернуто наполовину. То есть половина, получается, этого дивана застелена, половина нет. За диваном какая-то зеленая штука торчит, не понимаю, что это. То ли это провод, то ли это шланг зеленый, то ли это обруч, хула-хуп зеленый, непонятное что-то. В комнате бардак натуральный. Но это не мешает Свете заниматься сбором алмазной мозаики. Кстати, собирает она не просто алмазную мозаику, тот ночной город, который подарили Анжелике, а собирает вот эту вот фотографию Анжелики, цветную фотографию Анжелики, обзор этой мозаики делали пару дней назад. И вот вы знаете, если на том диване, на котором сидит Света, одеяло, покрывало еще есть, пусть и на всем диване, но на половине дивана покрывало еще есть, худо-бедно, то на другом диване, где лежит Виталина и играет с Шушей, покрывала вообще нет. И вот сбор мозаики заполнял собой 4 минуты из 12-минутного ролика. Вы представляете себе? То есть им совсем бедным нечего показывать. И они показывают то, как Света собирает мозаику, 1/3 ролика. Ну о чем еще можно говорить? Дальше Настя, оператор, показывает, как дети дрова таскают. Никита, что-то важное, видно, для Никиты очень расстроенный он. Встал у тележки в сарае. И вы знаете, он как-то стал странно так приседать, размахивая руками, что даже Настя спросила, все ли с тобой в порядке, все ли с тобой нормально. Но Никита сказал да. Тут же успокоился и стал дрова грузить дальше в тележку. Я не знаю, повторюсь, мне пора спать. Зашла она в комнату к Анжелике и Дарине и говорит, вот смотрите, картина уже «Ночной город» готова. Висит эта картина над кроватью Анжелики. Но Анжелике не особо нравится местоположение картины. Она говорит, ее надо куда-то в другое место перевешать, и на ее место повешать что-то другое. Света с этим согласна, естественно, когда она была против мнения Анжелики, ну или Дарины. Никогда, поэтому да, говорит Света, как ты придумаешь, мол, так и будет. И вы знаете, Анжелика лежит в одежде, в своей повседневной, в наушниках, лежит она поверх незастеленной кровати. Представляете себе, хорошо думаю я, что без обуви хотя бы. Ну, то кошмар какой-то вообще был бы. Ну, я не понимаю, Света так нормально на это все смотрит. У Дарины тоже кровать не убрана, вся какая-то развороченная.
И Дарина прыгает к Свете, пытается до камеры допрыгнуть. У нее это не получается. Света вроде ее осаживает. Но потом Дарина садится на свою скомканную кровать, и Света переводит камеру на стенку комнаты. Мы видим, что сумка висит на светильнике, на стенном бра висит. Светильник работает, и сумка на таком длинном ремне висит на ней. Дальше Света говорит, вот стена вся разрисована зеленым фломастером. На самом деле стена разрисована очень какие-то каляки-маляки, по-другому не выразиться. Ну, естественно, Света говорит, ну, это Дарина. А Дарина говорит, нет, это Анжелика. В общем, в этой семье дети умеют очень хорошо кивать друг на друга. Анжелика предлагает наказать Дарину как-то, да, вот, по попе ей дать, но, конечно, никто этого никогда не сделает. Что вы, это же Дарина, ей можно все в этой семье. Ровно как и Анжелике. Далее к нам вышел Леша в режиме говорящей головы и говорит о том, что готовится к чему-то серьезному. Думаю, вот это да, думаю, Леша, что случилось? И оказалось, что проблема с Ютубом. Перестали платежи поступать. Ну да. Целый день Леша просидел. Представляете, вот кто бы решал эту проблему, если бы не Леша Колесников. Целый день Леша просидел, пытался что-то решить. Но не получилось. Думаю, да ладно, не получилось? Надо же. А то я думаю, у всех не получается, а у Леши сейчас вдруг раз и получится. Ой, Леша, Леша. И потом он говорит нам, что мы узнаем в ближайшем будущем, как Колесниковы будут решать проблему с заработком. Во как. Ведь ипотеку надо выплачивать, а денег как таковых и нет. Ну и говорит, дальше у них ЧП в семье произошло. Думаю, боже, ну что сейчас случилось уже? Но все оказалось гораздо прозаичнее. И слава богу, что так. Вебка сломалась, веб-камера. И Леша говорит, а починил бы, если бы там речь шла про обычный паяльник. Но нет, там нужен какой-то воздушный паяльник, который очень недешевый. И теперь он думает, может вторую камеру купить, может быть будет дешевле. В общем, говорит, нужна вроде камера и сюда ему, и туда. Было бы неплохо, если бы 2 камеры было бы. Одну, мол, детям дал бы для занятий, а вторую, мол, себе оставил бы. В общем, в раздумьях. Как быть, может или эту чинить, или и эту чинить, и новую купить. Он в любом случае, говорит, все опирается в деньги. Ну, а далее он говорит, ну вот, ему мало места в его комнате, и он пришел теперь в зал. Обустроился в зале, думаю, вот так, королевство маловато, разгуляться негде. И поставил камеру в зале прямо на треноге. Камера направлена на диван. Между камерой и диваном стоит столик. На столике компьютер. От компьютера тянется куча проводов куда-то вообще из комнаты. И я так подумала, дети ведь бегают, не дай бог зацепят. Полетит и эта тренога полетит, и компьютер полетит, все со стола слетит. Не знаю, о чем Леша думает. Ну, конечно, у него есть в планах это все как-то организовать, эти провода убрать. Но, опять же, когда это будет, одному богу известно. Ну и в завершение ролика мы переносимся на кухню. Освещение не очень, говорит Света. Ну, естественно, не очень. Но уже который день, точнее, который вечер у вас не очень. Опять же, Леши делает этого нет. Хотя он говорил, что вот я дома, это значит, что дома будет все в порядке. Как прям как в той песне. Папа дома, и все в порядке. Свет горит и не гаснет. Газ горит и не гаснет свет. Что-то в этом плане. Но, извините, это не в случае с Лешей. Лампу с каких пор он не может на кухне поменять? И в сарае тоже не может привести освещение в порядок. Ой, ну а Света у нас весьма оригинальна. Она только сейчас говорит, что-то с лампой случилось. Представляете, на второй или на третий день Света вдруг заметила это. Размораживает она курицу кусочками, и целую курицу, и как котлетки она размораживает. Во как. Все это она вынула из холодильника, из морозилки, и будем надеяться, что завтра что-то Света все-таки приготовит. Ну, как-то так. Вроде как все рассказала. И вот таким вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и встретимся в комментариях.